Проснулись, улыбнулись, потянулись и в отличном настроении отправились на завтрак. Это ведь так легко сделать, предвкушая новый, полный приключений день в Питере. Да и посмотрите на вид. С самого утра мы отправились в Екатерининский дворец. Свою историю дворец ведет с 1717 года. По приказу императрицы Екатерины I, второй жены Петра I, в Царском Селе немецким архитектором закладывается строительство небольшого двухэтажного каменного дома для царской семьи. Привычный облик дворец обретает в период царствования дочери императора Елизаветы Петровны. Торжественное открытие Екатерининского дворца состоялось в 1756 году. Картинки не передают того, как это красиво. Итак, пустой Екатеринский дворец. Потрясающе. Очень красиво. Картинкой не передать. Стоит ли говорить, что вся эта атмосфера и красота тронула меня до мурашек и заставила почувствовать себя леди, которая приехала на званый бал к императрице. Стол Екатерины. Смотрите, как интересно. Он выдвигается для того, чтобы читать, зеркальце, чтобы посмотреть. Давайте посмотримся в зеркальце, в которое смотрелась Екатерина. Могу с уверенностью сказать, что это место must-see в Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе, ныне город Пушкин, объект культурного наследия России. Дворец в стиле барокко восхищает своими размерами и великолепным убранством. Экспонаты летней резиденции 3 российских монархов рассказывают более чем 300-летнюю историю уникального архитектурного памятника. Большой зал для балов и торжественных приемов потрясает. Его площадь более 800 квадратных метров. Остается только представить, насколько пышными и торжественными были проходящие здесь мероприятия. Как бы хотелось увидеть все это вживую, прочувствовать и поучаствовать в этом. Но век иной, иные нравы. Здесь у меня разыгралось воображение. Как же тогда было все красиво! Но ведь красиво было для царских особ, а не для большинства людей. Самое известное и загадочное помещение дворца – янтарная комната, бесследно исчезнувшая во время немецкой оккупации. Янтарная комната – одна из причин большой популярности дворца среди путешественников. Каждый хочет увидеть своими глазами воссозданное янтарное панно, найти оригиналы которых мечтают все кладоискатели мира. Многолетний труд реставраторов Царскосельской янтарной мастерской возродил янтарную комнату во всем былом ее великолепии. Далее переходим в картинный зал. В картинном зале собраны выдающиеся произведения европейской и русской живописи 17-18 столетий. Центральное место отведено полотну «Полтавская битва», заказчиком которого выступил лично Петр I. Дамы и господа, опочивание. Рабочий кабинет. Представь себе, вот он приходил, раскладывал бумаги, принимал здесь важные решения, думы свои императорские. Будущая императрица Елизавета получила мызу в наследство от матери. Царевна любила свою дачу, с которой у нее были связаны детские воспоминания. Вступив на престол, Елизавета Петровна стала тратить огромные деньги на обустройство своей резиденции, чтобы посоперничать с самим Версалем. Особое место в композиции Екатерининского дворца занимает двухсветная парадная лестница, выходящая окнами на Екатерининский и Александровский парки. Уникальная парадная лестница занимает всю высоту и ширину дворца. Поднимаясь по ней, мы, честно говоря, ощутили себя членами царской фамилии. Сувениры можно приобрести как в самом дворце, так и при выходе из него в специальных палатках на улице. Очень хотелось реплику короны, но стоит она как крыло от самолета. Но красивое такое, украшенное камнями. Да, Екатерининский дворец великолепен, как снаружи, так и внутри. Протяженность здания составляет 306 метров.
Голубой, белый и золотистый цвет здания придают ему торжественный и праздничный вид. Фасад украшен белыми колоннами, лепными элементами и фигурами атлантов. Всего на позолоту наружных и внутренних элементов здания ушло почти 100 килограммов червонного золота. Ну а мы продолжаем говорить «да» новым приключениям и двигаемся дальше. Павловский дворец. Золотисто-белый, построенный на высоком берегу Славянки. И неотъемлемая часть зимнего, начала марта Питера – Глинтвейн и дворец. Греемся, греемся, греемся. Если вы приехали в Питер зимой, когда холодно, и у вас уже стал красный нос, советую купить Глинтвейн. На входе стоит женщина в красной куртке. Вы ее не пропустите, она сразу кричит: «Мои дорогие, подходят, вы хорошие». Да. А если девочки, то она говорит: «Девочки». Прям именно девочки. Куклы, куколки мои. Хорошая женщина, так что можно к ней оптимистично. Да. История Павловского парка начинается с момента основания Павловска в 1777 году. Первоначально это были лесные угодья, где устраивались царские охоты. В парке мы нашли район Старая Сильвия. Он имеет и второе имя – 12 дорожек. Такое название эта часть парка получила по главной ее композиции. От круглой площадки, словно лучи, расходятся 12 аллей, между которыми расположены 12 бронзовых статуй. В центре ансамбля находится фигура Аполлона, покровителя солнечного света, искусства и науки. Когда началась война, статуи спрятали, закопав их в парке. В послевоенное время все они были успешно найдены и установлены на сохранившихся постаментах. На самом деле очень атмосферное место. Можно покататься на кониках, при желании можно на воображаемых коньках. Также тут есть прокат лыж и саней, есть где покушать, выпить кофе или что-то более крепкое и согревающее. Сейчас я просто предлагаю насладиться звуками и атмосферой этого места. Павловск находится в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Павловский дворец – центр Павловска. Просторы пейзажного парка занимают 2/3 городской территории. Добраться сюда несложно. Павловск – это следующая станция после города Пушкин. А можно и на конике. Вернулись в Питер мы во второй половине дня. По дороге мы проехали Московские Триумфальные ворота. Помпезное сооружение находится на пересечении двух крупных магистралей Петербурга – Лиговского и Московского проспектов. Как и многие другие триумфальные арки, ворота прославляют победы русской армии, а именно победоносное завершение русско-турецкой войны. За время существования Петербурга здесь появилось множество торжественных и прекрасных арок, причем первая была построена еще при Петре I, а последняя лишь несколько лет назад. Проезжая по улицам Санкт-Петербурга и проникаясь городом, понимаешь, что Питер прекрасен в любую погоду. Ну и куда же без него? А никуда. Прогулка по Невскому проспекту, пожалуй, одно из важнейших мероприятий, которое обязательно надо совершить во время визита в Питер. Но сначала мы решили где-нибудь бюджетно подкрепиться и нашли прекрасное место на Невском. Типичный ужин по-русски с видом на Невский. Это очень классное место. Вот это все мне обошлось в 110 рублей. Да, очень дешево. Насладившись закатом, прогулявшись по вечернему и ночному проспекту, заполненному людьми и огнями, понимаешь, за что так любят этот город. В Петербурге даже серый цвет какой-то благородный. А Невский проспект, как и бурная река Нева, в честь которой назван. Чем ближе к ночи, тем оживленнее эти потоки. Ну а мы с нетерпением ждем следующий день, наполненный новыми открытиями.